Уважаемые пассажиры, это подкаст «Анна под поездом». Скорый поезд Ася Вевил отправляется со второго пути. Желаем вам приятной поездки. Ася Вевил неизвестна широкой публике, но она связана с одним из самых обсуждаемых литературных треугольников XX века. Она была любовницей Теда Хьюза. Их роман стал причиной его разрыва с Сильвией Плат. Во многом из-за этого Плат решила уйти из жизни. Подробнее о биографии и творчестве Сильвии вы можете узнать в моих предыдущих выпусках. Сегодня мы поговорим о судьбе Аси, ее соперницы. Многие обвиняют Хьюза и в ее гибели. Попробуем разобраться вместе. Ася Гутман – это ее девичья фамилия. Родилась 15 мая 1927 года в Берлине. Ее мать, Лиза, была немкой и работала медсестрой. Отец, Лоня, был врачом. Он родился в Латвии, в еврейской семье. Также у Аси была младшая сестра Селия. Их разделяли 2 года. Лиза была строгой матерью. Она часто упрекала мужа за излишнюю мягкость в воспитании Аси. Он боготворил старшую дочь. После прихода к власти Гитлера Гутманы чувствовали себя небезопасно в Германии и решили эмигрировать. Лоня изучил особенности жизни в странах Европы и Северной Америки, но в них были либо строгие миграционные законы, либо его медицинское образование не котировалось там. Поэтому Гутманы поехали в Тель-Авив. Ася любила преувеличивать и драматизировать факты своей биографии. Она рассказывала, что ее семья чудом избежала концентрационного лагеря, будто они вынуждены были сесть в поезд безбилетниками и находились на грани голодной смерти. На самом деле, семья открыто села на поезд до Италии, а затем отплыла в Тель-Авив со своей дорогой мебелью. После переезда выяснилось, что Гутманы чужие и здесь, их воспринимали как немцев. Также родители Аси не хотели учить иврит, но Ася быстро освоила 4-й язык, ведь помимо него она уже к 7 годам говорила на немецком, русском и итальянском. Вскоре Лоня обнаружил, что медиков в Тель-Авиве и без него слишком много. Исследователи биографии Аси приводят такой анекдот в книге «Жизнь и трагическая смерть Аси Вевил». У беременной женщины начались схватки в автобусе. Кто-то крикнул: «Есть ли врач?». 6 немецких иммигрантов бросились на помощь женщине. Водитель отвел автобус в сторону и сказал: «Расступитесь, я буду принимать роды прямо здесь». Он был опытным акушером. Непростой характер Аси проявился еще в детстве. Иногда у нее случались приступы ярости. В те времена качественная психиатрическая помощь была недоступна, поэтому отец сам давал ей транквилизаторы. Одноклассница Аси вспоминает ее как странную, красивую, яркую девушку, которая хорошо рисовала, писала стихи и истории про любовь. Еще одно событие из детства Вевил. Она убедила свою младшую сестру в том, что их родители взяли Селию у цыган, в то время как она, Ася, была принцессой, родившейся в замке. Родители решили отдать Асю в частную палестинскую школу для девушек. В ней обучались по британской программе. Там Ася в совершенстве выучила английский. Ее сестра вспоминала: внезапно она начала говорить по-английски с надменным акцентом. Мы смеялись над этим, передразнивали ее, а она презрительно смотрела на нас. Во время Второй мировой на Ближний Восток отправили более 100 тысяч британских военных. Мама Аси, Лиза, вступила в комитет по гостеприимству. Цель этой организации – создание уютной атмосферы для солдат, находящихся далеко от дома. Семьи приглашали военных на чай и дружеские беседы. Лиза Гутман вступила в комитет не только из-за душевной доброты. Она надеялась, что Ася произведет впечатление на какого-нибудь британского солдата, который заберет ее, а со временем и всю семью в Англию. В 1943 году, когда Асе было 16, 21-летний сержант Джон Стил пришел в гости к Гутманам. Молодые люди отправились на свидание.
Джон был поражен, когда всего через несколько часов после того, как Ася робко попросила его о поцелуе, она призналась ему в любви. Затем он уехал, а Ася каждый вечер ходила танцевать в клуб с другими солдатами. Вскоре Джон вернулся, их отношения возобновились. Она рассказывала ему все подробности своих свиданий с другими. И Джон мирился с этим. Но затем ему пришлось уехать в Англию, уже надолго. После окончания школы Ася работала секретарем, а по вечерам посещала уроки рисования. После войны она поступила в Политехническую школу искусств в Лондоне. Ася хотела заниматься дизайном интерьеров. Ее родители согласились оплатить обучение в надежде, что Ася встретит в Англии Джона Стила, выйдет за него замуж и, наконец, поможет семье переехать. Во время подачи документов на получение паспорта Ася была в кафе недалеко от гостиницы «Царь Давид». В ней прогремел взрыв. Теракт устроили члены еврейской подпольной организации «Иргун». 91 человек погиб, и еще 48 получили ранения, когда Ася сидела с чашкой в руке и смотрела, как рушится семиэтажное здание. Она навсегда покинула Тель-Авив в сентябре 1946 года. Остановка переезд в Англию. Стоянка поезда 10 минут. Ася переехала в Лондон. Хотя она не видела Джона 1,5 года, из-за давления родителей Гудман неохотно связалась с ним. Вскоре после встречи он предложил ей руку и сердце. Несмотря на внутренние сомнения и ощущение, что оба оказались в ловушке обстоятельств, Ася согласилась. Джон знал, что Ася флиртовала с другими мужчинами после помолвки. Знал и то, что родители подтолкнули ее к браку. Тем не менее, она бросила колледж, и они поженились в мае 1947 года. Проблемы в их отношениях лишь усугублялись. Джон обвинял Асю в неверности и лжи. В начале 1948 года Джон купил билеты в Канаду. Он не обсудил это с Асей, решив, что переезд поможет им начать все с чистого листа. О планах Джона Ася узнала случайно, в разговоре с его родственниками. В это время мама Аси переехала в Англию. Один из военных предложил ей место экономки, но Асе уже нужно было улетать. Ей было больно от того, что она не может провести время с матерью. Ее напрягали отношения с Джоном и пугал переезд. Все это привело к тому, что Ася проглотила 50 таблеток аспирина. Это была ее первая попытка самоубийства. Из-за ударной дозы Ася оглохла на несколько дней. Также у нее долго болел желудок. В Канаде Ася работала горничной, также продавала шляпы в ночном клубе. Так она сменила несколько профессий. Была манекенщицей, секретаршей и администратором в художественной галерее. Однако летом 1949-го супруги приняли решение расстаться по-дружески. Семья Гудманов переехала в Ванкувер, к Асе. В Канаде Лоня работал физиотерапевтом. Сестра Селия нашла работу на заводе по производству виски. Она помогла и матери устроиться туда. Ася, в отличие от остальных, отложила поиск работы и поступила на художественные курсы. Чтобы объяснить свой статус разведенной, она рассказывала историю о том, как ее мать влюбилась в англичанина, а затем заставила Асю выйти за него замуж вместо нее. Причем рассказывала, что это произошло, когда она была еще подростком, а жених был вдвое старше ее. Возможно, из-за антисемитских настроений она зарегистрировалась в колледже как Памела Стил. Так звали сестру Джона, которая умерла в младенчестве. Ася без разрешения брала одежду Селии и подделывала подпись сестры во время покупок. Она также воровала в магазинах чулки и косметику. Летом 50-го года Ася снова устроилась горничной в шикарный отель Harrison Hot Springs Resort. В тот период знаменитая актриса Джоан Фонтейн, известная ролями в культовых фильмах «Женщины», «Ребекка» и «Подозрение», остановилась там. Однажды, в отсутствие Джоан, Ася вместе с другой горничной проникли в ее номер. Они примеряли вечерние наряды актрисы. Когда Фонтейн неожиданно вернулась, она была в ярости.
Однако, благодаря умению Аси убедительно извиняться, актриса смягчилась. В последующие годы Ася жила без четкого плана. В начале 1951 года, в эпоху, когда контрацепция была ограничена, ей пришлось обратиться в тайную клинику для аборта. Летом 1952 она нашла работу на консервном заводе. Однажды, возвращаясь домой, она случайно встретила бывшего однокурсника Дика. Через неделю после их встречи он сделал ей предложение. Ася хотела традиционную свадьбу, но из-за развода найти священника, который согласился бы их поженить, было трудно. В итоге Ася и Дик оформили брак в конторе перед чиновником, который не скрывал презрения. Напомню, что все это время Дик думал, что Асю зовут Памела, но неприятная правда, конечно, вскрылась. Так же, как и Тед Хьюз, Ася и Дик решили не сообщать о свадьбе родителям до последнего момента. Ася держала брак в секрете от большинства знакомых. Ей нравилась мысль, что их воспринимают как пару, живущую вместе без росписи. Переезд в Лондон в сентябре 1953-го открыл новую главу в жизни молодоженов. Дик поступил в аспирантуру школы экономики. Они жили в коммунальной квартире на его скромную стипендию. Поэтому Ася устроилась секретарем и находила разовые подработки. В послевоенном Лондоне она хотела выделяться из толпы. Носила шляпы с вуалями, яркую бижутерию и шарфы. В магазинах Ася притворялась богатой женщиной, открывала кредитные счета и командовала продавцами. Это был ее ответ жизненным невзгодам и бедности. На Рождество пара поехала в горы. Там Ася пыталась произвести впечатление, утверждая, что она заядлая лыжница. Однако ее навыки оказались не такими уж хорошими, как она говорила. Когда стало ясно, что обмануть мужа не удастся, она проводила время у камина, позируя для фотографов в элегантном лыжном костюме. Некоторые из этих фотографий даже попали в норвежскую прессу. За время их брака Ася дважды глотала аспирин на глазах у своего мужа. Он воспринял это как просьбу о помощи, а не как серьезные попытки покончить с собой. Ася была уверена, что заслуживает лучшей и более состоятельной жизни. Однажды летом они плыли в Англию из Канады. На корабле они попали в неловкую ситуацию. Официант предложил им сесть за столик вместе с другими гостями постарше. Ася, которой было всего 28, возмущенно отказалась и потребовала отдельный стол. В итоге они присоединились к Дэвиду Вевиллу, 21-летнему студенту, изучающему историю и английскую литературу. Во время ужина Ася и Дэвид сблизились, читали друг другу стихи и рассказывали истории своей жизни. На протяжении следующих 6 дней путешествия, пока Дик был занят исследованиями, Ася и Дэвид проводили время вместе. Накануне прибытия корабля в Англию Ася призналась Дэвиду в любви. Она рассказала Дику о своих новых отношениях. Он надеялся, что роман скоро закончится, но этого не произошло. Дэвид учился на последнем курсе колледжа в Кембридже, в том же университете, который, как вы помните, посещала Сильвия Плат, а до нее Тед Хьюз. Позже Дэвид вспоминал, что запомнил Сильвию из-за ее стиля одежды. История Аси и Дика продолжала развиваться параллельно ее новому роману. Ася забеременела, и муж повез ее делать аборт. Она никогда не рассказывала Дэвиду об этом. В итоге Дик и Ася разошлись, но неофициально. После этого Ася отправилась к Дэвиду в Бирму, где он работал преподавателем. Оказавшись в новой стране без работы, Ася нашла множество хобби. Она рисовала, читала, совершенствовала свой русский, училась бирманским танцам и шила себе одежду. У пары также была горничная, которая готовила и убирала для них. На фоне других западных женщин, которые из-за жары постоянно носили шорты-бермуды и сандали, Ася выглядела чересчур гламурной, в пышных платьях, широкополых шляпах, жемчуге и длинных белых перчатках. Слухи о том, что Дэвид живет с замужней женщиной, распространились.
Развод Аси и Дика был оформлен только в апреле 60-го года. К тому времени ущерб репутации Дэвида уже был нанесен. Британский совет принял решение не продлевать с ним контракт. Это вынудило пару вернуться в Лондон. Однако перед отъездом они успели пожениться. Ася, которой на самом деле было 33 года, указала в свидетельстве о браке, что ей 30. Она была в ярости из-за обстоятельств, вынудивших ее и Дэвида покинуть Бирму, и обвиняла своего теперь уже бывшего мужа Дика в том, что он намеренно тянул с разводом. Однажды Ася позвонила ему и потребовала встречи. Во время нее Вэвил внезапно вытащила бирманский кинжал и попыталась ударить его. Дик вырвал у нее оружие и ушел. «Будь осторожен, у меня пистолет!» — крикнула она ему вслед. Несколько лет спустя Дик опубликовал учебник «Введение в позитивную экономику». Книга разошлась миллионным тиражом, обеспечила ему выдающуюся карьеру и сделала его знаменитым и богатым. Ася не могла отделаться от чувства, что в очередной раз приняла неверное решение. Вскоре Ася столкнулась с новым испытанием. Она забеременела, но потеряла ребенка из-за выкидыша. Дэвид хотел профессионально заниматься литературой, но ему не везло. В конце концов, он устроился копирайтером в рекламную фирму. Ася стала заниматься тем же. Однако финансовые трудности заставили их искать более дешевое жилье. Летом 61-го они изучили раздел «Аренда» в лондонской газете и нашли подходящую квартиру. Остановка знакомства с Сильвией Платт и Тедом Хьюзом. Стоянка поезда 12 минут. Продолжение этой истории вы можете найти на Бусти. Ссылка на него в описании.